Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас должна быть получиться немножко веселая сессия, поскольку тема такая интересная – пивная ванная. У всех сразу представление, как это выглядит. Мы просмотрели много видео на эту тему и не нашли ни одного правильного. Начать хотя бы с того, что пиво должно быть нефильтрованное. А многие мужчины даже не знают, что такое существует, не знают разницу, не знают, могут ли мужчины и женщины в одинаковой степени принимать это пиво вовнутрь, можно сочетать его или нет с водкой, как работают пивные дрожжи. Я вам могу сейчас очень-очень много, длинный список перечислить и о свойствах этого пива, и возможности, которые оно делает, и бенефиты, которые оно делает и оказывает на нашу кожу, волосы, ногти. Одним словом, все тело. А мы решили начать сегодня еще не с ванной, а мы решили поближе познакомиться с пивом и с пивными масками. Так, мы посмотрим сейчас, какие же нам ингредиенты, состав для волшебных масок нужен. Для этого у нас есть, конечно, как же без яиц. У нас есть с вами, вот здесь напиток, вам кажется, это мед. Я люблю, он не сахаристый, он жидкий. И это лучший мед для масок. Он не будет легко растекаться. У нас натертый свежий огурчик, запах стоит бесподобный. В эти свободные мы пока держим, потому что мы сюда с моей внучечкой Эмили будем складывать ингредиенты для каждой маски. Маски будут у нас для жирной кожи, я еще раз потом покажу, для сухой кожи, для комбинированной кожи. И одна будет просто очень освежающая. Для этого мы будем также обязательно использовать это пиво. И сразу подчеркиваю, что пиво должно быть нефильтрованное. Мы начнем с яиц. Такая деликатная работа. Нам понадобится в одних масках только желток, в других только белок. Поэтому мы будем их разделять. Okay, the keep strong. Okay. Yes. Вот как прекрасно выделяется у нас белочек от желточка. Вот нам тоже надо будет это просто отдельно положить для той маски, которая будет у нас отдельно. То есть желток для двух и белочек для двух. Второй ингредиент я буду использовать сейчас мед. Мед достаточно по чайной ложечке, но для того, чтобы он хорошо выделялся, я его опускаю ложечку вот сюда. Это сок нашего огурца, чтобы мед хорошо отделялся. Мы кладем ложечку вот такую маленькую, мы кладем в смесь эту. Окей. И мы кладем смесь сюда. Ставим в сторону, размешиваем, Эмили. Молодец. Так. Вот я люблю такую лимоновыжималку во время приготовления любого блюда. Почему? Потому что тогда все косточки у нас остаются здесь, наверху, и вниз у нас идет только свежайший лимонный сок. Легче помнить, я всего добавляю только чайную ложку. Добавляем лимон в эту и добавляем лимоновый сок в белки. Ну вот я думаю, что можно будет, чтобы она еще и вкусная была ко всему. Вот. Вот. И теперь мы берем ложечку. Ой, натертый огурец просто шикарный в любую маску. И мы кладем также другую. А теперь мы опять размешиваем. Эмили, размешиваем.
А сейчас пришла пора, когда мы добавляем наше пиво. Пиво надо тоже от 1 чайной ложки до 1 столовой. Это как вы хотите. Главное, чтобы содержимое было не очень жидким. Но у нас есть еще один ингредиент секретный. Мы его покажем после того, как мы все соединим с пивом. Вот оно, пиво. Я вливаю только... Вот, видите, сразу у нас пузырьки пошли. Ой, как красиво. Покажите, пожалуйста, Ксения. Ксюшенька, посмотри. Очень красиво. Мы это взболтаем. Опять. Мешаем. Вау. Эмили? Мама покажет сейчас. Вот тут, видишь, какая пена красивая. Но пена красивая, если можно показать, пожалуйста. Пиво красивое. А где желточек? У нас только, естественно, на погуще. И также вот Эмили взбила, и у нас очень красивая пенка вместе с белком. Вот и есть наш секретный ингредиент. Это рисовая мука. Очень часто мы можем использовать и рисовый настойный крахмал. Вот как мы делаем киселек. Это может быть кукурузный, но я люблю рисовый. Японцы, японки используют, все маски используют рисовую муку или рисовое, промолотое рисовое в кофемолке. Вот мы сюда добавляем именно для того, чтобы сделать ее приятной, когда мы ее накладываем. Вот так, пока столовая, извините, так, ложечка такая. Мы сейчас добьем и посмотрим. Вот я считаю, что она такая еще жидкая, поэтому рисовой муки не жалейте. Она оказывает действие ботокса. Она очень стягивает. Она стягивает поры, особенно у жирной кожи. И комбинированно, если вы используете это для комбинированной кожи. Эта маска сделана на желтке только. Вот здесь содержимое, а это сделано на белке. Так, эта маска, вот у нас остался огурец, его не жалейте. Огуречная маска сама по себе просто великолепная. Вот так. Сок можно выпить, если туда еще не опустили свои пальчики. Вот у нас есть такая паста, она как небольшая паста. Сейчас мы не используем лимон, потому что она пойдет, эта маска, на сухую кожу. Пожалуйста, помните, что лимон, любая кислота, так же, как и молочная, не может идти на сухую кожу. Иначе она еще просто ее больше высушит. Опять-таки, вот я сейчас, извините, потеряла свою ложечку. Мы сделаем ложечку меда. Как я вам говорила, из этих ингредиентов вы можете еще больше масок сочинить. Главное, что знать, как их можно сочетать. И вот чайная ложечка. Вот я выпила немножко пива, и у меня уже руки не так стоят. Вот пиво у нас не фильтрованное, конечно, не то, которое было 12 градусов. Вот так. И вот так оно размешивается. Здесь уже нам не надо ни рисовой муки, ничего подобного. Вот последняя маска, хочу вам показать. Она очень-очень в своем роде уникальная. Это отваренный рис в пиве. То есть она уже свои ингредиенты, рис отдал пиву, пив отдался рису. Короче, они уже поженились. Вот такая маска, когда она больше называется скульптурной. Если вы чувствуете после работы, что у вас тело, лица, оно обвисшее, оно не гладкое, уставшее, вы всегда можете на очищенную кожу нанести вот эту маску. Обязательно при этом надо лежать, чтобы она не стекала. И на одном примере я сейчас покажу вам, как одна из этих масок накладывается. Здравствуйте, товарищи! Я вас не сильно испугала. После этого, когда вы накладываете такие маски, рекомендуется не тонкое, даже полотенце, рекомендуется вот такой кусок марли. Я ее использую для того, чтобы готовить творог, и она прекрасна для любой маски. Вот она как прекрасно облегает. Если сверху вас у меня есть маски, которые я держу в холодильнике, и я чувствую, что мне должно быстрее, сильнее подтянуться, а уже время надевать вечернее платье, я обязательно эту маску
наложу сверху. Как-нибудь вы ее еще увидите, когда она нужна будет для именно такого эффекта. Вот таким образом вы лежите, полусидите 10 минут. Вы все видите, кожа ваша дышит через вот эти марлевые пространства, она прекрасно продолжает снабжать себя кислородом. Вот такое ведерко. Я утром налила туда всего лишь бутылочку пива, 100 грамм живых дрожжей. И оно росло в течение 5-6 часов. И вот сколько, в каком размере оно увеличилось. Пену я размешала, потому что была густая дрожжевая пена. Wow. Oh my gosh. Yes, we have. Так. И дрожжи. У нас чистенькие. Мы сейчас нальем все наше нефильтрованное пиво. У нас его почти 10 литров. Я не буду показывать вам, это очень долго займет время. Вот это пиво, которое я вам уже показывала. Есть, конечно, другие типы, но это уже как. Попробуйте все, и вы сами решите. Чувство, вы только можете представить, сейчас поры у меня раскрыты. Мало того, что я уже выпила немножко, привет! Так они еще проникают через мою кожу. Хмель, вот не зря говорят, сусель, хмель. Хмелевое вот, существо пива, другими словами, я бы сказала, опьяняющее. Конечно, вы чувствуете на себе такой расслабон, извините, расслабление. И я, когда была в Карловых Варах, обычно я там хотя бы один раз в 3 недели принимаю пивные ванны. Незабываемое впечатление. И когда я приехала сюда, я, конечно, знала уже, как правильно повторить и сделать эту пивную ванную. Также вы можете употребить, я могу окунуться, просто сегодня я уже освежала свои волосы. Вы можете просто, разбавленное с водичкой пиво, прополоскать свои волосы, подержать минут 10 и просто обязательно надо смыть. Вы чувствуете, липкость такая небольшая, так оно и должно быть. Чем больше пива, тем больше, конечно, ощущение, что вот оно липкое. Плюс там, где я вам показала пиво и дрожжи, там еще есть стакан меда. Я всегда везде добавляю мед. Даже когда иногда пью водку, по секрету. Дорогие мои, вот хотела бы, всех бы вас обняла, расцеловала и затащила бы в огромную семейную ванну. Спасибо, что были со мной. А с вами была Зина.